как классы, тут, может быть, стояли дизеля, какие-нибудь всякие электроустановки, да, и... Водолазная кладовая. А мы идем дальше. Ну, плакаты. Это бассейн, тренажер какой-то, видишь? Может, водолазов. Спальное помещение. Ну, здесь была казарма, где спали бойцы. Всем привет, меня зовут Антон, вы на канале Пойди и проверь. Мы продолжаем свой цикл поездок по Русскому острову. И сейчас мы находимся в таком довольно-таки крупном объекте Русского острова. Это электромеханическая школа флота. Здесь уже все проросло, поросло, все разбомбили, территория открыта, не охраняется. В территории есть современные постройки уже СССР и есть постройки еще царские. Вот сейчас мы находимся в здании это современной постройки. Ну, мы вам покажем, что здесь есть. Приятного просмотра, поехали! Перед тем, как вы посмотрите этот ролик, хотел бы рассказать немного об этом объекте. Перед съемкой электромеханической школы мы немного поискали информацию в интернете, но как обычно, про заброшенные воинские части информации катастрофически мало. И так получилось, что приехали мы на объект как-то спонтанно. Осматривая учебные корпуса и казармы, мы могли только предполагать, где что находилось. Но уже после съемок мы нашли тех, кто здесь служил в разные годы, и они нам помогли по фотографиям реконструировать название места расположения. Хотя по некоторым фотографиям так и не удалось понять, что и где расположено, так как некоторые служили здесь около 30 лет назад, и разруха очень сильно все видоизменила. В электромеханической школе обучались механики и водолазы. Обучение проходило 3 месяца, а позже по распределению военнослужащие направлялись по кораблям и подводным лодкам. На территории находилось 2 учебных корпуса. В первом обучались механики для БЧ-5, во втором учебном корпусе находился учебный центр водолазов. Там же находился бассейн, барокамера для обучения подводному делу и выдерживания давления под водой. В этом же корпусе располагались тренировочные турбины и котлы. Также в учебном корпусе размещалась библиотека, почта, швейная мастерская, ну и соответственно классы, где преподавали, как нести службу в машинном отделении. На территории школы находились автопарк, камбус, штаб, клуб, котельная и казармы. В казарме располагалось 3 учебных роты личного состава и 2 кадровых взвода, в которые входили пожарники, водители, кочегары, повара, писарь и так далее. Тут же жили и старшины. По состоянию здание заброшено, мне кажется, уже кому-то больше 20 лет, да? Хотя местные мародеры, вандалы могли. А вот какой-то бассейн. Ну, похоже, да, на БЖС. Если кто здесь служил, напишите в комментариях. Что это был за бассейн, мы так и не узнали. Никто не смог вспомнить его предназначение. В этих классах вроде как и находились учебные турбины и дизеля, а в углублениях в полу проходили трубопроводы и крепления. Какой-то класс, я думаю, здесь тоже. Да, что-то тоже здесь было. Смотри, если здесь не зря здесь вот это вот снизу. А вот что здесь? Водолазная кладовая. Будет видно сейчас. Да. Рундуки. Под снарягу. Кстати, железные, да, нет? Если железные, то не под снарягу. Понятно. Ну, снаряга, скорее всего. Она как сейф, наверное, все равно под лючок. А, ну может быть, да, кстати. И здесь тоже. А, ну вот еще и сейф в стене, видишь? Ну, здесь прям сейф. Так. Что здесь было? И почему здесь нету пола? Мне интересно. Это бассейн. Что здесь было? Непонятно, да? Чему здесь учили? Похоже, как бассейн какой-то, да? Бассейн, но, да. Ну не мог же здесь быть такой пол, ну, настолько поднятый. В одном из помещений второго учебного корпуса находилась барокамера. Нам даже повезло с фотографией, которую нам скинул
служивший здесь человек. Где именно она находилась, неизвестно. Мы почему-то думаем, что в этом помещении рядом с водолазной кладовой. Плакат. Новой техники более высокий уровень ее освоения. Вот потолок со звездой. Непонятно, тоже какие-то постаменты. Что-то здесь было. Кабинет МТК. Ну как классы, тут может быть стояли дизеля какие-нибудь всякие, электроустановки, да, и как, ну, как практика была. Вот видишь, трубы заводили воду какую-то. Вода, вот это вот выхлоп. Здесь тоже какой-то дизель стоял. Подача воды, этот, видишь, асбестом обмотанная. Вот еще, как бассейн, видишь, сделаны. А, ну здесь такое чувство, как будто здесь дизель какой-то стоял, да? Да, судовой. Судовой дизель, прям похож. Выхлоп стоял. Ну да, чисто судовой дизель, и здесь его Вот подвесы запускали, были. да. Скорее всего, да, он даже такая-то, этот осталась табличка. Так, ну что, читаем, что здесь у нас такое? Основы, непонятно чего, производительность, давление, вес агрегата, температура масла, давление масла. Чуть палево. Так, надеюсь, пол есть? В последнее время не доверяю полу. Бассейн, непонятно. Туда вот палево. А, ну вон лестница. Глубина конкретно. Глубина конкретная. Перила остались. При электромеханической школе флота был оборудован специальный бассейн глубиной в 5 метров и организован кабинет, где ученики школы проходили легководолазную подготовку по борьбе за живучесть кораблей. При учебном заведении оборудовали специальный кабинет, где курсанты осваивали теорию водолазного дела, а в летний период отрабатывали практику со всеми видами водолазного снаряжения, состоящего на вооружении флота. Стелла электромеханической школы. Вот, получается, мы нашли здание бани, на Викимапе указано. Вот дерево упало на нее. Пойдем посмотрим, что здесь. Вот здесь была эта парилка, да, вон камушки. Это уже современная, маленькая. Да, камушки, лавочки, видно, что. А вот сама и баня. Душевые. Все, тазик поставил и моешься. Здесь были краны, холодная горячая вода. Тазик поставил. Ну, у нас в бане принцип был такой же. Набрал и моешься. Здесь также душевые. Большая баня. Ну, часть крупная, видишь? И здесь довольно-таки крупная баня. Где были учебный корпус с дизельной установкой там, ну, и с какими-то постаментами, ну, мы так предполагаем, что там стояли всякие электроагрегаты. Вот, получается, это был учебный корпус номер 2. А сейчас мы пришли на заброшенный учебный корпус номер 1. Вот. Пойдем посмотрим, что здесь. Продовольственный склад. Очень странно. Ну да ладно. Как здесь может быть продовольственный склад? Но мы зашли чисто на продовольственный склад, да? Здесь был проход, а вот здесь тоже больше похоже на учебный класс. Ну да, здесь было замуровано. Все разбомбили. Нормативы остановки ГТТ. Ну вот здесь они двигателя и стояли, да, получается? Постаменты. Учебный класс. Ну, мог быть и теоретический, и практический. Алгоритмы пуска газотурбинного двигателя. Переверни. Таблица распайки. Табло. Плата, да. какая-то. Вот здесь на стенах везде остались вот такие вот надписи. Да, скорее всего, тоже. Ну, это уже точно. Потолки тут скоро рухнут. На этажах готовы. А мы идем дальше. Ну, плакаты. Ну, здесь какие-то факты есть.
Гонка вооружений в целом и в частности военно-морских начата и взвинчивается не нами. Наш океанский могучий ракетоядерный флот был создан по решению ЦК КПСС и советского правительства в ответ на развертывание флотами США и НАТО ракетно-ядерного оружия, нацеленного на нашу страну. Горшков. Учебные классы. Тоже какие-то постаменты, то есть здесь стояли какое-то оборудование на какой-то части. Мы были когда где-то уже я. Сейф в стене. Это тут все. Тут и небезопасно, я думаю. Здесь ходить небезопасно. Может рыхнуть крыша. Вот на территории памятник. Он окрашен. Даже здесь есть цветы. Вот мы прошли 2 учебных корпуса и вышли, получается, мы к казарме. Пойдем посмотрим, что в ней. Вот здесь умывальники. Красиво сделано. Ага, с ракушек. Стены с ракушек. Прикольная тема. Кладовая. Все серьезно. Здесь спальное помещение. Ну, здесь была казарма, где спали бойцы. Ну, прикольный камин. Ну, я так полагаю, наверное, был больше как декоративный, скорее всего. Заколочены все окна, смотри. Пытались сохранить. Я так понял. Да? Вот здесь тоже книги какие-то. Так, пол сгнивший, аккуратно. Здесь не провалиться в подвал. Скорее всего, библиотека, да? Потому что очень много книг здесь. Давай посмотрим, что читали здесь. Подснежник. Валерий Осипов. Выход из ротного помещения личного состава после 22 часов разрешен только в сопровождении офицера или мичмана. Спальные помещения. Красиво. Ну, не сказал бы я, что здесь безопасный пол. Но видишь, смотри, которые отдельные помещения, здесь малый вес, они деревянные. Там, где была рота спала, Ну да, здесь бетон. бетонные. Ну, Такое, да, что-то похоже, как будто здесь какой-то карцер, ну, гауптвахта какая-то была. Реально, смотри. Как потом выяснилось, это была оружейная комната. Вот здание напротив столовой. Непонятно, что здесь было, какие-то кабины, там вообще какой-то вон писсуар. На этом здании не было никаких надписей, но как потом выяснилось, это было кафе «Бригантина». Кто-то называл его «буфет для кадетов». Вот получается здание столовой. Здесь готовили, холодильники, хранили, топор для рубки мяса, комната для приема посуды. Здесь, получается, сюда сдавали посуду, вот для мытья столовой посуды в это окошко сдавали посуду. Но вот здесь вот похоже, что именно стояли печи, постаменты для печей. Да, здесь, здесь печально все с потолком, конечно, потолок рушится. Здесь его вообще нету. Да. Воруют швеллера, да, пилят. Вот здесь питались матросы. Нашли еще казарму какую-то. Вот здесь печально все с крышей, все заколочено, что здесь максимально небезопасно. Вот так чуть-чуть зайдем, поснимаем и выйдем. Да, здесь все. Крыша вся разбомблена. Это здание было поделено на 2 части. В одной половине находился штаб, а в другой находилась пожарная часть. Побывали мы во всей части, в 2 учебных корпусах, казармы, столовой. Здесь еще есть автопарк, но территория уже огорожена.
Вот, мы туда не попадем. В принципе, больше здесь смотреть нечего.